Всем привет! В этом видео я расскажу, как из обычного вида с планировочным решением сделать вот такой вид с тенями, черно-белый вид сверху. Сейчас эта картинка, чтобы можно было удобно показать, что вас ждет в итоге. Для начала перейдем в 3D, и здесь нужно из общей модели отсечь ту часть, которую мы будем отображать. Для этого включаем плоскости сечений, щелкаем сюда, оно подсвечивается синим цветом, теперь плоскости сечения активированы. Чтобы была возможность отсечь ненужную для отображения часть, выбираем создать специальную плоскость сечения. Так как здесь у меня крыша наклонная, я наведусь вот здесь вот на небольшую параллельную поверхности пола плоскость, щелкну на нее и выберу, насколько сильно я хочу отсечь уже имеющуюся модель. Ну, примерно вот так. Чтобы секлись и двери, и окна. Щелкаю, ищу в окне обязательно галочку «Завершить». Она может быть здесь, здесь. Часто люди просто не нажимают ее, щелкают по пустому пространству, и плоское сечение не завершает свое построение, и не получается сделать то, что они хотели. Поэтому не забывайте нажать «Завершить». Нажали «Завершить». Ну и теперь этот вид, в принципе, нормальный, только нам мешает плоское сечение, потому что случайно щелкнув куда-нибудь в поле, можно попасть на нее. Для этого мы нажимаем не вот здесь, где подсвечено синим. Если нажмем сюда, то пропадет отображение плоскости сечения. Верну его. Нажимаю на стрелочку. И вот здесь нажимаю «Показать плоскости сечения». Теперь сечение модели остается, но при этом сама плоскость не отображается. И я случайно на нее не кликну и не изменю. Теперь давайте настроим отображение теней. Для этого нам нужно включить вид с тенями. Как это сделать? Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши сюда, выбрать здесь стили 3D и выбрать упрощенная краска с тенями. Либо вызвать специальное табло команд, в котором все это удобно настраивать. Оно находится здесь, окно, табло команд, 3D визуализация. У меня оно уже вызвано. Вот так оно выглядит. Здесь в удобном доступе есть сразу вот эта настройка. Переключаю здесь на упрощенную окраску с тенями. Теперь мы видим, как наши тени располагаются. Я смотрю сверху, и мне не нравится, как они размещены. Давайте их настроим точнее. Сначала я перейду в аксонометрическую проекцию. При помощи этого табло команд, которое я вызвал, нажимая вот здесь, я переключаюсь на параллельную проекцию. После того, как я подключил эту проекцию, я хочу ровно сверху посмотреть на имеющийся чертеж. Чтобы это сделать быстрее, не выравнивая вот так вручную, можно нажать на эту настройку и щелкнуть на проекцию, на которую мы хотим смотреть под прямым углом. Щелкаю на пол, все пропало сейчас, но это не беда. 2 раза средней кнопкой мыши просто по рабочему полю, и у нас центруется наша камера. Теперь мы смотрим ровно перпендикулярно на ту плоскость, по которой я щелкнул. Если бы я щелкнул, например, на стену, я бы смотрел перпендикулярно на стену. Теперь возвращаемся к настройке теней. Переходим в параметры проекции. Вот так выглядит этот значок. Щелкаем на него. И я хочу, чтобы солнце светило у меня не отсюда, а вот из этого участка. Поэтому я его перемещу сюда. А высота солнца пусть будет 75 градусов. Не в зените, а немножко под углом. Щелкаю и вижу, что вот так тени расположились. Можно немножко поменять и чуть-чуть докрутить. И здесь поставить не 75, а 70 градусов. Вот так немножко получше. Этого достаточно. Теперь я советую сохранить этот вид. Для этого переходим в карту видов. Нажимаем «Сохранить вид». Сохраняю вид. Теперь легко можно в него вернуться. Дальше нам нужно создать
3D документ. Правой кнопкой мыши по пустому пространству в рабочем поле новый 3D документ на основе 3D окна. Его назову 3D документ черно-белый. И пусть будет один, потому что я еще потом покажу немножко под углом, как сохранить. Нажимаю создать. Ждем прогрузки, и у нас создался теперь 3D документ. Вида для него нет. Сейчас он находится вот здесь, в карте проектов 3D документ. Теперь давайте настроим его, чтобы у него было отображение такое, как нам нужно. Сейчас здесь все в цвете. Правой кнопкой мыши и переходим в параметры 3D документа. Здесь нам нужно настроить отображение модели. Выбираем здесь штриховка сечения без теней. Ставьте галочку «Единое перо сечения». Дальше. Видимые элементы. Здесь выбирайте настройку «Единое перо, цветная штриховка без оттеней». Таким образом мы выбираем цвет, которым будет отображаться элемент. В нашем случае нужно белый цвет. Выбираем белое перо. Единое перо видимых частей. Тоже ставьте галочку и выбирайте здесь тонкий, можно серый, можно черный. Я выберу серый цвет. Покрытие передний план штриховки. Это нужно для отображения штриховки полов. Ставлю галочку. Нажимаю ОК. Тени пока не включаю, посмотрим, как это выглядит. После того, как погрузилось, мы уже можем видеть, как будет выглядеть этот 3D документ. Да, сейчас штриховка стен белая. И это нужно поправить. Параметры документа. Здесь перо переднего плана штриховки я ставлю черное. Линия сечения остается также черной, а фон штриховки будет серым. Нажимаю ОК. И теперь получается так, как на картинке, которая была в начале видео. Дальше включаем тени. Переходим в параметры 3D документа и щелкаем тени. Солнце у нас по параметрам 3D проекции, именно для этого мы его настраиваем. И контуры теней. Здесь оставляем штриховку 50%, перо штриховки серое, фон прозрачный. Нажимаю ОК. И после того, как документ подгрузился, вот так теперь он выглядит. На нем есть тени, есть штриховки и одинаковое сечение всех элементов. Как сделать здесь выноски? Для этого перейдем на план. Я возьму пипеткой существующую выноску, вернусь в документ и щелкну ей по объекту. Давайте поправим масштаб на 1 к 50, чтобы выноски соответствовали размеру. Вот так гораздо лучше. И теперь, щелкая по объектам, у которых через ID заданы названия, можно вот так очень быстро обозначить те, которые нужны. Затем при помощи команды базировать выровнять их по нужной стороне. После этого нам нужно сохранить еще и этот вид. Переходим в карту видов и сохраняем вид 3D документ черно-белый 1. Здесь мы называли вид на 3D проекцию 3D вид для документа 1. Здесь 3D документ 1. Создаем, для чего нужно сохранять и вид, и 3D документ. Например, мы хотим изменить направление тени. Переходим в 3D проекцию, в этот вид. Нажимаем параметры проекции и меняем направление тени. Переходим в документ. Здесь направление осталось прежним. Переходим в настройки документа. Переопределить проекцию плоскости сечений согласно текущему 3D окну. Нажимаем ОК. И теперь тени направлены в другую сторону. Также здесь не получится у вас повернуть этот вид
так как легко поворачивать в 3D окне при помощи зажатой клавиши Shift и среднего колесика мыши. Так не получится. Возвращаемся обратно на нашу проекцию и выбираем какой-нибудь ракурс. Пусть будет такой вот для примера. Можете сохранить вид, потому что будете сохранять 3D документ для этого. 3D вид для документа 2. Создал. И теперь правой кнопкой мыши новый 3D документ на основе 3D окна. Вот он у нас появился. Здесь он находится в карте проекта, но вид еще не сохранен. Теперь нужно его настроить, как и предыдущий. Параметры 3D документа. И здесь делаем так, как было там. Нажали ОК. Я забыл поменять перо у видимых элементов. Здесь поставить на белое. Нажимаю ОК. И теперь 3D вид нормально отображается. Не забываем сохранить этот вид 3D документ CB2. Изменить ему масштаб на 1 к 50, чтобы выноски было удобно сюда наносить. И нажимаем создать. Теперь можете размещать эти виды в макете. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем пока!